Что ж, я официально закончил систему UI. Она удобная, гибкая, расширяемая и открывает портал в ад. Привет, это DevKitchen, с вами Егор. Продолжаю готовить свою 3D экшен RPG. Иногда вкусно, иногда пригорает. И сегодня без ада. Без ада. Покажу, как все это устроено под капотом. От фасада и до конкретных окон. Погнали! Но перед этим не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно досмотри этот ролик до конца. Будет интересно. У меня проект построен по окна-ориентированной архитектуре. Современная разработка Сколково. Это вообще типичная практика для мобильных приложений. Там ты 99% времени проводишь в различных окнах. Но и для моей RPG это работает отлично. Каждое окно — это не просто UI. Это отдельный контекст игры. Например, игровой мир создается, когда загружается Game Window, а уничтожается, когда я возвращаюсь в Main Menu. Глобально моя UI-система делится на два модуля. Это модуль сценариев и модуль окон. Сценарии отвечают за то, когда и почему открываются окна. Они подготавливают данные, управляют переходами и состоянием игры. А окна — это уже чисто визуальная часть. Они просто показывают то, что им дали. Так что если окно сходит с ума, виноват сценарий. Он просто дал не те данные. Такой подход дает простую вещь. Я могу управлять всей логикой игры через сценарии, а UI при этом остается полностью модульным. Можно добавлять новые окна, переписывать логику, ничего не ломая. Сейчас покажу, как все это работает, от сценариев до конкретных окон. Модуль сценариев — это, по сути дела, мозг всей системы UI. Он решает, что именно должно происходить в игре в каждый момент времени. Все, что я делаю, это просто переключаю сценарии. Базовый сценарий отвечает за общий цикл: инициализацию, запуск, очистку. Это как сцена, только без сцены. Например, сценарий главного меню. Он открывает главное окно, ждет, пока игрок выберет играть, и когда это происходит, закрывает меню и запускает игровой сценарий. Я просто говорю: открой окно, подожди события, переключись на другой сценарий. Благодаря этому я могу описывать всю логику игры как последовательность окон. Это удобно, читаемо и легко тестируется. И вот игровой сценарий. Здесь уже грузится игровой мир. А пока мы его ждем, показываем игроку экран загрузки. Потом достаем из мира объект персонажа, формируем данные для игрового окна и добавляем его на сцену. Также этот сценарий отслеживает момент закрытия окна паузы. Если игрок там решил закрыть игру, то сценарий вернет нас в главное меню. Когда сценарий активен, игровой мир живет. Как только сценарий выключается, мир уничтожается вместе с ним. UI очищается, и мы возвращаемся в главное меню. Просто понятно и почти без боли. Итак, сценарий — это управляющий слой. Они решают, какие окна показывать, когда их открывать и какие данные туда нужно передавать. А уже модуль окон отвечает за визуализацию. Теперь давайте заглянем под капот модуля окон, где это все оживает визуально. Сценарий дает команду «Открыть окно». Фасад делегирует создание окна фабрике. Фабрика знает, как из типа окна получить его ресурсы. С помощью метода расширения для addressables достает окно из пула или инстанцирует. Она все настраивает и возвращает готовое окно. Windows модуль фасад — единственная дверь в UI. Снаружи мы не знаем, что там за префабы, ресурсы, как это все устроено. Мы просто говорим: открой окно определенного типа с такими-то данными. Каждое окно — это window view с определенной моделью данных. Оно знает только свою модель и живет по предсказуемому циклу. Проинициализировали, показали, закрыли, очистили. Присутствует безопасная подписка на кнопки, чтобы не было утечек. Окна общаются со своими сценариями путем отправки ивентов определенного типа, передавая какие-то дополнительные данные. А каждый сценарий определяет свой список событий и реакций для каждого управляемого им окна. Window View наследует Base UI View и может содержать вложенные элементы типа Base UI View. Окно подписывается на события вложенных вьюшек и прокидывает их наверх. Сценарий. Вьюшки, в свою очередь, также могут иметь вложенные вьюшки и так далее. Получается мощная композитная структура, позволяющая делать окна на любой вкус и цвет. Например, игровое окно Game Window View работает с моделью Game Window View Data Model. Благодаря ей окно может получать доступ к системе пользовательского ввода и к модели данных для вложенной вьюшки Healthbar. В методе инициализации окно подключает вложенную вьюшку Healthbar и подписывается на ввод отмены пользователем. По этому действию сценарий игрового окна откроет окно паузы. А вьюшка Healthbar получает от своей модельки ссылку на компонент здоровья игрока, подписывается на события его изменения и обновляет прогресс-бар при необходимости. UI штука коварная. Он вроде бы просто показывает цифры и кнопки, но именно через него игрок чувствует игру. Если UI плохой, все остальное просто не существует. UI — это первая линия фронта между миром, который я делаю, и игроком, который в него войдет. Иногда он рушится, течет, крутится, открывает порталы в ад, но в этом вся суть разработки. Каждое окно, каждый баг — шаг к чему-то живому. А если тебе интересно смотреть, как я создаю свою игру, как она растет, ломается, но все-таки работает, оставайся здесь, на DevKitchen. В комментариях ты можешь рассказать свои истории с интерфейсом из игр, в которые играешь или которые разрабатываешь. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.